Привет, лунатики! Сегодняшний гость нашего видео – свежий девайс от ВКБ. Ручка необычная, космическая. Итак, уже знакомый по анонсу, девайс под названием STG, да, Space Throttle Grip. Ручка создана специально для космических симуляторов. Ручка будет продаваться или уже продается, смотря где, как отдельно, то есть на смену стандартных ручек Stax, либо же уже в комплекте вместе установленная, то есть как полноценный рут для космосимов. Ручка вообще оказалась здоровая. Мне она по видео, по фоткам, она мне казалась значительно меньше. Она внушает. Она, вот сходу, чуточку попозже мы ее поставим на рут, посмотреть. Но вот так вот сейчас, когда я беру ее в руку, мне ее сноска, маленькие руки, мне ее неудобно держать. Она большая просто. Она большая, широкая и толстая. В анонсе и по фотографиям ручка выглядела менее презентабельно, по мне так. Собственно, такая же ситуация была и с модулями под гладиаторы. Они выглядели дешево на рекламных материалах, а живьем солидный вполне, и с ручкой то же самое. То есть очень аккуратная сборка, без щелей, без зазоров, без облоя. Все сидят, органы управления, идеальнейшие. Мы к эргономике, повторюсь, вернемся попозже, когда ручку установим на базу, проверить, насколько удобно будет ею пользоваться и насколько удобно будет дотягиваться до всех контролов на ней. Вот. Но вот первое впечатление пока один на один, да? Она здоровая и неудобная, она офигенно собранная, офигенного качества. Прежде чем мы ее установим на базу Stax, мы заглянем внутрь. Я не знаю, как у вас, а у меня прям свербит заглянуть, как она внутри устроена, что там они напроектировали. Разбираем. Итак, наша препарируемая лягушка. Вот такая вот. Разобрать было достаточно просто. Для такой сложной формы ручки, на удивление, без каких-либо заморочек. То есть, банально вот у нас нижняя крышка, она у нас снимается. Единственное, с чем пришлось немного извратиться, пришлось снять коннектор, который проходит через шток ручки, да, вот эта вот мелкая фигня. Потому что, его сложно было бы вытащить. Тут такой небольшой лабиринт, в общем, канальчика внутри под провод. Вот. Коннектор пришлось снять, чтобы отсоединить основание рукоятки и чтобы снять крышку, потому что основание мешало нижнюю крышку, собственно, и снять. Вот. Ну, что мы тут видим? По мне, такая весьма монструозная и сложная конструкция с платами весьма такой нетривиальной формы, да, вот это вот, например. Вот. На что обращает внимание сразу же? Собственно, вообще, давайте так. Собственно, как оно и предполагалось, да, по анонсу видео, у нас, по сути, вот это вот у нас джойстик. То есть вот наш рут вверх ногами, и вот у нас типичный джойстик, да, гимбал джойстика. Будем называть гимбал. На русском кардан звучит, по мне, так очень ущербно вот, в плане игровых устройств. Вот. Видно, да, он классическое устройство джойстика. Хочу обратить внимание, что вот эти вот демпферы, они похожи на новые демпферы, используемые в Gunfighter в 4. Вот они тоже из такого же полупрозрачного материала, что радует. И, собственно, видно, я думаю, то, что на штоках, на осях, на штоках, да, стоят подшипники, что есть хорошо, так как, банально ручка просто проще работает, чем если, например, сравнивать с гладиатором первой ревизии, у которого был только пластик один. На втором гладиаторе появились тоже подшипники. Демпферы у нас регулируются, как вы знаете, да? Они, собственно, очень близко расположены. Это, кстати, и объясняет, почему у нас они оказались, настойка демпферов оказалась под одной крышечкой, которую, как вы помните, возможно, в обзоре обзора, на который я жаловался тем, что по мне так будет в нее забиваться грязь. Я все еще придерживаюсь этого же мнения. Вот, посмотрим. То есть у нас вот тут два отверстия. Они подписаны под конкретную затяжку конкретного демпфера. Y и X. Очень, по мне, так удобно в плане того, что у тебя они в одном месте находятся. Вот, они не разнесены под одной крышечкой. Опять же, это за счет того, что винты демпферов затяжки расположены близко друг к другу. Так, традиционно у нас сенсоры осей магнитные. Что еще удивило, тот самый рычажок, да, с озадачившим меня названием Space Brake System, он, на удивление, тоже на магните.
есть, вот видите, у него, ну, его нужно было снять, чтобы чтобы нижнюю крышку снять. Тут магнит. И, собственно, вот это его место посадочное. Там магнитный сенсор. Собственно, ну, тут вообще такая интересная солянка у нас, да, получается. У нас, получается, этот Space Brake System на магните. Speed Limiter, вот это у нас энкодер, классический обычный. И что у нас? И вот Laser Power, да? Вот эта вот штуковина. А это у нас резюк. Вот резистор, который используется, судя по всему, такой же, как и используется в стексе на колесике зума под большим пальцем и на гладиаторах на базе. Тут, кстати, вот по поводу моего нытья, то, что вот у нас тут получается левая стенка, да, ну или правая, в зависимости от версии ручки, что у нас такая голая, пустая, можно было бы воткнуть сюда пару тумблеров. Ну, вообще, тут вот как бы места для этого практически нету. Тут у нас упирается, получается, ось по Y, и плата, то есть там минимальное пространство, вообще, не знаю, видно, не видно на видео. Туда вряд ли что-то можно было бы воткнуть, поэтому объяснимо, что тут ничего нет. Хотя, вот так вот, так сказать, по-еврейски бы можно было бы за пару кнопочек все-таки зафигачить, они много места не занимают, ну, их платки непосредственно. Поэтому, может быть, когда это появится, там, не знаю, в следующих ревизиях. Вот. Ну, а в целом, как мы видим, повторюсь, конструкция очень сложная. У нас много мелких плат, соединенных между собой. То есть у нас получается вот отдельная плата, вот отдельная плата, вот отдельная плата, вот отдельная плата, еще одна, еще одна, еще одна, еще одна. Все они соединены проводками, в отличие от ганфайтерских ручек, где проводов минимум. Тут у нас прям целая спагетти. Здесь вот особенно прям видно одна широкая шина. Это объяснимо такой вот нетривиальной, я даже не знаю, какой-то формой, трапециевидной формой, да, бананообразной формой рукоятки. Если посмотреть на устройство гимбала, то он очень мелкий. Он по сравнению с гладиатором... Так, погодите. Хотел по-быстрому снять гладиатор, но тут откручивать надо, поэтому вот на весь блок будете смотреть. В общем, вот гимбал, да, гимбал гладиатора и гимбал STG ручки. То есть у них устройство одинаковое, принцип у них один, пластик в обоих случаях, но смотрите, насколько компактнее CTG-шный гимбал по сравнению с гимбалом гладиатора. То есть, может быть, даже имеет смысл ожидать какое-то более компактное устройство джойстика в серии гладиатора или какой-то новой серии, я не знаю. Вот. Но вот меня очень удивил вот такой вот компактный размер всего этого. Тут, конечно, вопрос... Компактность, опять же, она же сказалась и на размере деталек. То есть вот эти вот держатели, усики под пружины. Вопрос, насколько они будут долговечны. Они тоненькие, они значительно тоньше, чем... Ну, не значительно, но они чуть тоньше, чем аналогичные усики на гимбале гладиатора. Вот. И, вот, может быть, они будут ломаться со временем на интенсивных космических баталиях. Вот. А в целом, конечно, да, вот было бы, конечно, интересно увидеть вот новое устройство от ВКБ вот с таким вот миниатюрным, да, гимбалом и, соответственно, миниатюрной базой, которую, освободившееся пространство, которое можно было бы компенсировать какими-то новыми органами. Скриньте, ВКБшники. Там типа новые рычажочки, кнопочки, то есть разнообразить базу гладиатора как-то большим количеством дополнительных органов управления непосредственно на самой базе. Ну, все, любопытство устройством, так сказать, удовлетворили. Собираем обратно и ставим на стекс. Стекс с установленной STG ручкой, он так прибавил в массе и в росте, подкачался. В общем, с ручкой, с косморучкой стекс значительно выше. Поэтому если у кого-то, не знаю, нерегулируемый стол, стул и так далее, и он пересядет с авиаручки на косморучку, ну, может быть неудобно. Ручка не намного, но выше STG-шной. Так, давайте как где-то вот так вот. Не знаю. Вот такая вот разница у них получается. Удобство. Ну, как я и предполагал, держа ручку еще не установленную на базе, мне она большая. Мне вот она рука лежит удобно. Вот на этом приливе на заднем. Без нареканий, да? Но я не могу сказать, что комфортно. Вот по сравнению с ручками, с авиационными ручками на стексе. Космическая, она... Мне вот хвата нету руки, да, получается, вот так вот, чтобы в руках. Там, как показать так, чтобы видно было, не на роже. Вот так вот, да? Вот этого хвата пальцами нет. Вот этого, да? Вот видите? Вот. У нас на STG-шной ручке
из-за того, что у нас эта вот задняя стенка, ну, задняя какая, фронтовая, а из-за того, что она вертикальная, прямая, у нас рука лежит вот так вот. Вот. И вот именно из-за того, что нет вот хвата пальцами, вот такого, ну, получается, чтобы пальцы уходили немного назад, да, вот это, вот, собственно, и неудобно. Вот, смущает меня это однозначно. Вот, по поводу эргономики, да. Мизинцем до колесика лазера удобно дотянуться, до хатки под указательным пальцем пойдет легко. Курок тоже. Space Brake System аналогично, я сейчас забываю это название. Кнопка, хатка, двухпозиционная, колесико, кнопка. Неудобно что? Что мне мешает? При работе большим пальцем вот эта вот двухпозиционная качалка, она мешает, она может случайно нажаться. И мне вообще неудобно дотягиваться большим пальцем до нижних органов управления. То есть вот до колесика и вот до этих до кнопки и до двухпозиционной качалки опять, да. Рука, большой палец изгибается неприятно вниз. Вот, и некомфортно. То есть вот нарекание вот тут, хвата нет, и вот под большим пальцем. Вот хотя повешать какие-то там второстепенные органы, на них и можно этим не париться. Что у нас вообще по кнопкам-то? Что у нас тут имеется? Колесико, это у нас резистор, да, под мизинцем. Курок без двойного нажатия, то есть просто срабатывание кнопки. Под большим пальцем у нас четырехпозиционная хатка, само собой, с нажатием. Под большим пальцем у нас четырехпозиционная хатка с нажатием. Двухпозиционная кнопка-качалка с нажатием. Так, обычно тактильная кнопка. Еще одна. Энкодер под большим пальцем. Рычажок системы торможения самовозвратного в начальное положение. Двухпозиционная странной формы кнопка-качалка с нажатием. По мне так это, как я уже говорил до этого в обзоре обзора, по мне так лучше было бы, если бы это был трек-point, трек-сосок. Не знаю, немного так, по мне так странное решение. Немного странное решение, потому что либо ты сделай вот сюда вот такую же двойную кнопку с нормальным колпачком, да, за который удобно держаться, или который вытянут вертикально, соответственно, чтобы он удобно было им, понятно было, в каком направлении он нажимается. А вот это вот выглядит как на ноутбуках, да, этот вот трекпоинт. Не знаю, кажется, хочется большой палец на него поставить и во все стороны вращать, а он не вращается. Он от себя на себя и нажатие только. Теперь поговорим о том, чего я боялся, смотря обзор обзора. Когда мы даем ручку от себя, если помните, я еще сказал, возможно, будет ручка наклоняться. То есть вот эти вот самые стрейфы, которые нам позволяет ручка, да, делать влево, там, вправо, вверх, вниз. Вот. Мое предположение было, что когда я даю ручку от себя, у меня будет возможность стрейф вниз, да, срабатывать. Так оно и есть в итоге. То есть, ну, конечно, у меня сейчас демпферы затянуты, сейчас мы их ослабим немножко, посмотрим. У меня они затянуты все-таки под авиаручки, под полеты на самолетах, как неудобно. Но если я даю ручку от себя, у меня вот эта вот штуковина, она у меня наклоняется как вперед, так и при ручке назад на себя. Они миниатюрные, минимальные, но по мне так это может мешать в полетах, там на подлете какой-нибудь станции и так далее. Так, сейчас мы демпфер ослабим. Ну, с ослабленными демпферами, да, с ослабленными демпферами это получается попроще, получше. Она не такая, ну, хотя нет, на себя отдаешь, она все равно наклоняется. Это прям нужно как-то вот... Это нужно, в общем, контролировать свою руку, чтобы ты, когда даешь ручку от себя, чтобы ты вот этой стороной, вот, получается, да, ладонью, вот в этом месте рукоятки ты давил от себя, тогда у тебя не наклоняется рукоятка вниз, да? А когда ты обратно его тянешь, ты должен работать пальцами. То есть у тебя пальцы должны вот сюда вот давить на эту сторону, не позволяя вот этой тыльной стороне, да, надавить на прилив рукоятки, чтобы он опустился вниз. Ну, надо привыкнуть. И попробовать. То есть сейчас мы ручку затискаем и полетим в какой-нибудь космосиме, ну не в каком-нибудь, а в Star Citizen, и там все это, собственно, дело оценим. Кстати, я вот из-за того, что рукоятка у нас при ходе может наклониться вперед, вверх-вниз, вверх-вниз, вперед-назад, вверх-вниз, я думаю, по этой причине, собственно, ВКБ предложил вот такой вот ограничитель, да, он нас ставится вот сюда, крепится он у нас на те же самые упоры, на которые крепится демпфер. То есть, если тебе не нужен полный ход рукоятки, да,
от 0 до 100, то ты вот можешь ограничить, там, не знаю, и у тебя вот этот самый упор, он тебе будет, собственно, не будет тебе давать шансов опустить ручку вниз при ходе от себя. Вот. Но при этом ход будет ограничен. Так, ну что, погнали покорять необъятные просторы Вселенной. И не просто покорять, но и сравнимые удобства вот этого нетривиального устройства с классической HOSAS-системой. О калибровке рукоятки, думаю, не имеет смысла рассказывать. Там, собственно, все просто, и софт от ВКБ прямо под ручку проводит пользователь через процесс калибровки. Но если вдруг какие вопросы у кого возникнут, то не стесняемся, пишем в комментариях, поможем, подскажем. К слову, оси я малек подзатянул, и, знаете, теперь рукоятка практически перестала отклоняться при даче руда на себя либо от себя. Однозначно рекомендую обратить на это внимание. Ручка, конечно, ожидаемо стала ходить туже, но по мне так преимущество от затяжки демпферов перекрывают этот небольшой, так сказать, недостаток. Ну и чтобы сравнить шансы STG ручки с Omni ручкой, я поставил детент по центру, чтобы мы в Star Citizen всегда знали, когда у нас начинается реверс. Так как Omni ручка, ну, собственно, понятно, она возвращается сама в центр, и нам не нужно сидеть и гадать по положению рукоятки, вышли мы в ноль и пошел задний ход или нет. Ну и, собственно, вот он наш стрейф. Вот мы пошли вверх, пошли вниз, влево, вправо, реверс, вперед. Все понятно, удобно и предсказуемо. Что удобнее в плане управления, STG ручкой либо Omni ручкой, ну, честно говоря, сказать сложно. У Omni однозначно лучше и проще, скажем так, хват, да, что располагает к себе. Плюс физиологические особенности работы STG и Omni, они отличны. С STG у нас по большей части же работает кисть, да, плюс ходы рукоятки, но они такие достаточно солидные. А вот с Omni у нас работает не кисть, у нас работает локоть. И кисть задействована только вот на твисте. Причем у твиста ходы как будто бы меньше, чем вот на STG ручке. И по этим причинам как будто Omni рукояткой комфортнее пользоваться. Ну, физиология и легкий естественный хват. Но однозначно ответ можно дать только после нескольких часов и интенсивных полетов, как вы понимаете. Какой еще плюс у STG по сравнению с Omni рукояткой? Раз у нас это по сути root, да, то оставив root в каком-то конкретном положении, мы банально фиксируем скорость звездолета, ну и можем заняться другими системами. С Omni ручкой у нас такой не получится, да, так как она, ну, логично, она возвращается у нас постоянно в центр, и, собственно, чтобы поддерживать какую-то конкретную скорость, нам нужно все время держать руку на рукоятке, да, там, и играть ею для удержания конкретной скорости. Ну, а с STG, соответственно, такого нет. Мы вот там выставили необходимую нам скорость и полетели, собственно, с ней. Стрейфы на STG, они удобнее, чем на Omni рукоятке. На мотоциклетной ручке кисть неприятно изгибается, несмотря на меньший ход твиста Omni. Вот. А вот стрейфы влево-вправо, опять же, за счет физиологии, на Omni ручки делать проще и приятнее. За счет работы локтем, а не кистью. Ну и, собственно, вот на посадке, что я до этого говорил, вот мы, подлетая к станции, да, какой-либо, мы выставили рудом скорость нужную нам и полезли там в менюшку связываться со станцией, либо еще что делать. Вот, нам нет необходимости держать постоянно ручку от себя, как это было бы, например, у нас с Omni рукояткой. Сейчас заодно проверим, насколько удобна посадка с STG-шной ручкой против Omni рукоятки. Вообще, такие другие совсем впечатления от игры. То, что настолько необычного устройства, конструкция устройства, то, что, ну, непривычно и в то же время удобно. Как будто ты вот все время только с этой рукояткой летал до этого. Корабль как влитой идет с рукояткой. Очень все предсказуемо. Ну и садимся. Класс. Ну вот с Omni рукояткой, не знаю, стрефиться проще, конечно, в сторону, как я уже
и говорил до этого. Но вот само, по мне, так управление, по сравнению с СТГшной ручкой, оно какое-то такое более дерганое, что ли. Не более дерганое, не то слово, более резкое. И вот и то, что постоянно нужно держать руку на ручке, не настолько удобно, не настолько комфортно, как вот если сравнивать непосредственно напрямую с СТГ рукояткой. Опа-да, успеем. Опа-да, не успели. Каково же в бою с рукояткой? Ну, я бы даже сказал, что в каком-то смысле удобнее даже, чем на мышке. А вот вопрос, что будет удобнее, СТГ либо Омни ручка, сейчас узнаем. А вот в бою Омни рукоятка как будто бы подручнее, потому что она оклик рукоятки резче получается. То, что нам, собственно, было не очень приятно на посадке, нам как раз-таки помогает очень в бою. Получается проще и значительно быстрее переложиться куда-либо. Вот, движение быстрые, прыгает рукоятка мгновенно из нулевого положения, да, из центрального в нужное нам направление, да, в отличие от СТГ. Там все-таки какая-то есть такая немного задержка, да, скажем, за счет работы гимбала и демпферов. Ну и опять же за счет физиологии руки, за счет физиологии того, как мы работаем рукоятками. Вот, но такая палка о двух концах у нас получается. На посадке нам значительно, ну и на крузерском полете нам значительно удобнее летать на СТГшной ручке, а вот в бою нам как раз таки получается наоборот. Вообще ловлю себя на мысли в том, что в бою Хосус удобнее тем, как он возвращается в центр. Ты всегда знаешь, летишь ли ты, либо стоишь на месте, в каком направлении ты летишь, вперед, назад. СТГ-ручка, вот в частности касательно тяги, такого понимания не дает. Ну, бывает порой сложно понять, у тебя тяга вперед или уже реверс включен, даже несмотря на установленный детент. С Омни рукояткой за счет жесткого возвращения в центр ты всегда знаешь, в каком состоянии у тебя находится тяга на данный момент. Но опять же, тут надо повоевать прям по несколько, не знаю, прям посидеть как следует повоевать какое-то долгое время, потому что, может быть, там, не знаю, через 15 минут у меня рука отсохнет вообще на Омни рукоятке, и я скажу, да ну нафиг, чисто СТГ и все. Потому что вот именно за счет вот то, что кисть немного неудобно, ну, неприятно, неудобно работать кистью на твистом, потому что она изгибается рука, в отличие от СТГшной ручки. Это, может быть, в долгих боях будет сказываться. А можно ли жить с этой ручкой СТГ тем, кто летает не только в космосинах, но и в авиасимуляторах, спросите вы? А можно и спросите. Но ответ однозначно да. Собственно, мы можем затянуть демпфер вообще полностью, и тогда у нас эта ручка будет используется как обычная рукоятка на орудии. Да, она, конечно, у нее органов управления чуть поменьше, чем на авиационной рукоятке с тексом, но, тем не менее, когда мы получаем универсальное устройство и для космосимов, и для авиасимуляторов, то пара кнопочек, там, хаток можно и пожертвовать, так ведь. И ведь можно даже еще больше извратиться. Например, повесить на оси рукоятки метку радара, а под курок рукоятки захват цели. Плюсом такого варианта является то, что если, например, у нас захват и метка расположены на разных органах управления одного устройства, то в таком случае приходилось бы палец все время отрывать, да, от кнопок движения метки для прожатия, например, там, кнопки захвата. Тут у нас ладонь двигает метку, ну а пальцами параллельно задействуешь другие необходимые функции, как то захват, дистанция, угол обзора и все такое. Или же назначьте СТГ на какие-нибудь оптические системы, например, шквал. Оси рукоятки — это управление шквалом, там кнопка-качалка, например, увеличение либо уменьшение масштаба, а колесико под мизинцем — увеличение размера рамки захвата, ну а кросс, соответственно, захват цели. При этом сам рут используется как рожь. Как и в случае с радаром, подобное управление требует привыкания. Мозг вообще поначалу тупит, так как он привык к работе пальцами, а не ладонью в подобных случаях. Но, прилочившись, у нас своего рода получается идеальная система с минимальной манипуляцией пальцами. Чпок!
И мы в своем извращении можем пойти даже еще дальше. Например, на ось X рукоятки повесить руль направления. Давайте представим ситуацию, что у верпила, например, нет еще педалей, а джойстик у него без твиста. И в этом случае как раз рукоятка может использоваться для рыскания. Да, техника управления, конечно, весьма специфическая получается в этом случае, но думаю, если пилот какой-либо без опыта полетов на педалях или твисте, то ему будет достаточно быстро привыкнуть к подобной реализации. Ну, над техникой нужно, конечно, еще поработать, еще и фильтровую передачу. Но, как видим, вполне. То есть у нас рукоятка такое весьма универсальное устройство получается при определенном уровне смекалки. Ну что, господа космонавты, астронавты, лунатики. Чудное устройство. Чудное. Уникальное. Абсолютно. Я не знаю ни одного подобного устройства от других производителей. Этот вот такой перевернутый джойстик, да, на базе RUDA. В плане удобства, конечно, вещь весьма специфическая, и каждый должен решить индивидуально, удобно ли будет ему пользоваться подобной рукояткой. Вот, повторюсь, мне некоторые эргономические аспекты меня не совсем устроили, но это чисто такое субъективное, да. В плане полетов в том же Star Citizen в чем-то плюсы по сравнению с традиционным джойстиком под левую руку, в чем-то минусы какие-то, да. Скажем так, покупать или нет ручку, ну, если вы летаете чисто в космосимах и у вас уже есть настроена хостес-система под это дело, то я, возможно, бы не стал заморачиваться ручкой STG. Особенно, если нет у вас стекса. То есть, тогда придется покупать полностью root, но это, я не знаю, сколько он сейчас стоит, там 300 евро, скорее всего, плюс-минус. Много вы не выиграете. Да, но тут, конечно, соглашусь, органов управления побольше, чем на рукоятке на джойстике, но, опять же, с учетом хаток, ну, и та же самая Космосима, собственно, даст фору. Ну, не то, что даст фору, но она однозначно не будет таким аутсайдером выглядеть на фоне STG рукоятки. Если же у вас стекс уже есть, и вы летаете на нем в космосимах, то рукоятку однозначно имеет смысл приобрести. Вот единственное, конечно, если вы летаете не только в космосимах, но и в авиасимуляторах, то, как я уже до этого говорил в предыдущем видео, ручку менять долго. То есть нужно считать, там, не знаю, 10-15 минут точно времени надо на то, чтобы поменять авиационную рукоятку на космическую. Но если вы летаете в космосимах и в авиасимах, и у вас стекса еще нет, то я бы, возможно, задумался бы вот о подобном приобретении, так как ручка универсальная, она и на самолетах применяется будет элементарно, да? И в космосимах она превосходно будет работать за счет вот этого своего гимбала дополнительного. Вот такого универсального получается устройство. Однозначно на таком летать в авиасимуляторах удобнее, чем на вот на этом хостесе, да, на двух рукоятках. Но это опять же, если же вы летаете и в космосимах, и в авиасимах. Ну вот и давайте этим подытожим. Офигенное устройство. С уникальнейшей конструкцией, не побоюсь этого слова. С некоторыми эргономическими огрехами, субъективно. Решение о приобретении которого каждый должен принять сам, исходя непосредственно от своих предпочтений в полетах и исходя из своего конкретного сетапа на данный момент. В общем, вот такое размытое, пресное мнение, которое, тем не менее, надеюсь, окажется полезным в принятии решения касательно приобретения данной рукоятки, либо данного RUDA. Увидимся в виртуальном небе или в виртуальном космосе. Пока-пока.